Друзья, у меня завелся TikTok аккаунт. Собачка Короленков по-английски. Заходите, пожалуйста, подписывайтесь. Там я размещаю небольшие видеосюжеты. Юзер ВК смотрела ваши картины в арт-галерее Форд пару лет назад. Очень нравится ваш вкус в сочетании цветов и легкость руки. Спасибо вам. Подскажите, чувствуете ли вы падение спроса на искусство сейчас? Один коллекционер мне сказал, я задал такой же ему вопрос. Он сказал, а жить-то когда? Как покупали, так и будем покупать. Если человек почувствовал радость от картины, которую он приобретает, которая дарит ему фактически, каждый день наполняет его чем-то важным для его души, для спокойствия, возможно, ему лучше, то он не сможет не покупать. Это как вот допинг. Он легче переносит тяготы жизни. Так мне один коллекционер сказал. Он не может не купить. Его это заводит, поднимает на новый уровень. А другой мне сказал, что мои дела, я заметил, лучше идут. Лучше идет бизнес, когда я вкладываю серьезные деньги в покупку живописи. Вот интересное наблюдение. А еще другой сказал человек, что твои картины вообще исцеляющие. Вот это для меня очень важно. Я же пишу, я просто вкладываю в самое чистое, самое светлое состояние, а люди говорят, что вот происходят такие вот чудеса. Для меня это очень важно и приятно. Вообще, когда в любое произведение, да не только произведение, в конце концов, блюдо, готовите вы, я не знаю, борщ, ведь он может быть невкусный. Я у одной женщины, я помню, приехал как-то в гости на одну дачу, и она готовила суп, я не мог есть его. Нормальные все ингредиенты понятные, но невозможно есть. То есть мы же вкладываем душу в каждое произведение. Это же произведение борщ. Вот ты с любовью его делаешь или нет? Что ты туда вкладываешь? Я уже как-то говорил, для меня это очень дорогая мысль покупателя. Он сказал, что каждый день мой наполнен радостью. Я просыпаюсь, смотрю на твою работу, он несколько купил, и мой день наполнен радостью. Ради этого стоит жить. Ну и дальше вопрос продолжается. Вы по-прежнему в Гурзуфе? Нет, я в Москве. Продаете ли вы свои картины за границей? Да как-то сейчас не очень. Но приезжает оттуда человек, иногда покупает. Но в основном здесь, в Москве. Я сейчас работаю над новым проектом. Эта картина такая, может пока показаться вам довольно-таки странной. Она называется «Пропущенный звонок». Когда я ее закончу, я вам ее покажу. Сейчас она пока на стадии, незавершенной стадии, пока в середине пути. Но по колориту, по цвету она мне очень для меня интересна. Я сделал эскизы темперой на бумаге, разработал тему, среду и с удовольствием над ней работаю. Друзья, в моей онлайн-школе живописи акция. 60% скидка на все видеоуроки по живописи. Мои предварительные поздравления всем женщинам, которые смотрят мой канал, с праздником весны, который вот-вот на носу будет случиться. Вы, на самом деле, я не шучу, мои учителя. Я у вас учусь терпению, умению ждать, любви, спокойствию, неторопливости. Я просто наблюдаю за вами. Это какое-то чудо. И поэтому, наверное, в моих работах очень много образов женщин. Заходите на сайт, выбирайте все, что вам нравится. Юрий Тертычник по поводу зрителя. Не обманешь и чуйка там типа у него, наверное, спорный вопрос. Я вот сейчас наблюдаю такое дно у себя в родном провинциальном городе, лишенном почти напрочь вкуса. Юра, так было и, наверное, будет всегда. Вкус – это такая штука, которой нужно заниматься. Он просто так не возникнет. Причем это
самостоятельная работа, некое самообразование. Жажда должна быть у человека. Но откуда она появится? Может быть, в детстве какие-то, я не знаю, ребенку показывали много картинок, которые его увлекли. Но не каждого же увлекают, ну, я не знаю, живопись. Покажешь там одному ребенку, ну, просто пройдет мимо. Это какие-то вот несколько процентов, маленький довольно-таки процент, который чувствует сразу вот что-то внутри, им хорошо, когда они смотрят на картину. Мне, может быть, в школе просто повезло. Я в провинциальной школе учился, и нас возили в разные места, в музеи. В общем-то, я так благодарен преподавателям, которые это делали, и были организованы поездки. У меня с детства запомнились, ну, очень сильные были впечатления, когда я был там в Третьяковке, я не знаю, может быть, там в 5 классе, да. Ну, как с любовью, может быть, тоже так же. Вроде бы кажется, что любишь человека, да, тянет, значит, любовь. А чем тянет? Не сразу как бы так распознаешь. Сердцем или еще чем-то другим. Одна женщина говорит, я вот думала, встретила мужчину, вот сейчас наконец-то любовь, оказалось опыт. Ну и вот так опыт за опытом, и наконец понимаешь, чего ты стоишь, чего стоят отношения, тот человек, кто рядом, ошибка это или не ошибка. 7 пудов соли нужно съесть, а соль очищает, кстати, в ванну можно насыпать соли. Или просто вот раз вот так на голову солью натереться и смыть себя душем, очень хорошо очищает. Наверняка все знают эту притчу про 2 волков. Один храбрый был, другой такой вот сердитый, такой ненавистнический, с ненавистью. И кто победит из них, да? Мастер говорит на вопрос ученика, кто из них победит. Тот, кого ты кормишь. Ну, кормим мы внутри себя какую-то злобу, ненависть. Ну, значит, победит она. Если кормишь то, что называют, ну, то, что любовью называется, или чистотой и так далее, сердечностью, то это значит победит волк. У человека озлобленного, занятого делами бесконечными, какими-то размышлениями, но откуда она чуйка возникнет? У него же размышления какие-то, измены ему катят, что его кто-нибудь накалывает. Чуйка может возникнуть только у открытого человека, мне кажется, у открытого сердца. А вы что на этот счет скажете, друзья? Я могу заблуждаться. В начале апреля я проведу класс в Армении. Присоединяйтесь к группе 30 секунд рекламы об этом классе. Друзья, я набираю группу на мастер-класс в Армении с 4 по 10 апреля. Будем заниматься живописью в красивейших местах. Будут экскурсии в музей Параджанова, к Мартиросу Сарьяну. Ну и главное, живопись. Весной, в период цветения, это большая удача. Приглашаю вас. Информация о классе выложена на моем сайте. User OH6. Объясните, как писать на темном фоне. Имприматуре. И если можно, примеры спасибо. Да, без разницы на каком фоне. Единственное, учитывайте, что белый холст, вот Фешин говорил, что лучше всего на белом писать. Почему? Потому что любая краска, положенная на белый холст через нее все-таки просвечивает. Краска начинает звучать в полную силу. А черный холст, наоборот, ее глушит, этот цвет. Вы положите, например, какую-нибудь желтую или красную, через какое-то время черный фон сзади, она туда право валится и перестанет вот это быть так, как красно-желтоносность, такая светоносность исчезнет. Писать пробуйте на любой имприматуре, но пусть она будет не такая глухая, такая, не темная все-таки. Лучше посветлее, чтобы был сочный цвет. Коровин говорил, что писать лучше от темного к светлому. То есть увидели темный кусок, бам, положили. Увидели свет, положили. Возникает диапазон такой между темным и светлым. Так живопись
будет сочнее, говорил Коровин, от темного к светлому. У нас единственный способ сравнивать между собой все вот эти тональные отношения больших масс, большими буквами. Я сколько раз не говорю, все равно это мимо сознания пролетает, поэтому я делаю акцент. Больших пятен. Вот есть вот это вот бирюзовость такая, большое пятно. Бум. Не обращайте внимания, света, средний тон, бам. По отношению к лицу, например. Какая разница, что там темное? Мы сравниваем, даже на темном фоне пишем, мы сравниваем это к этому. Нас не волнует черная эта имприматура, как будто сквозь пальцы на это смотрим. Мы зацепились за один цвет, к нему подровняли этот, к этому это. Вот все, большую массу. Вот уже 3. Окно 4. Это там темный 5. Все. И потом начинаем копаться. Смотрим, где там чего-то еще, уже нюансы. И каждый нюанс положенный, например, там какой-то, я не знаю, цвет, сравниваем его, этот с этим, какой он по интенсивности, по насыщенности и по тону. В конце ролика будет прямая ссылка на видео «Как писать вечернее состояние». Посмотрите его.